Всем привет. Так, значит, есть у нас третий босс. В Кодексе Бессмертных. Повелитель Стикса. Крайне похож на Зеуса. Помучил его несколько дней. Вот. Ну, вот такой вот результат удалось получить. Пока что это самое большое, что я смог набить. Сейчас быстренько разберем вообще механику игры, какие тактики есть. Ну, в общих чертах прям все подробно тактики разбирать не буду. Подробно покажу то, как сам проходил. Все. Значит, основное, что этот дядька накладывает на себя много щитов, которые нужно сбить для того, чтобы наносить ему урон. Вот. Ну и, соответственно, изначально как бы команды строил такие, что побольше урона, ну именно скорости, то бишь там Ситрам стоял, кто там еще, кого я только туда не ставил, всяких воротов, деймосов, ну все, чтобы побыстрее, побольше урона, чтобы сбить щиты. Но в итоге, допустим, первый, второй щит еще с горем пополам сбить можно, а дальше уже просто, ну, нереально. Вот, соответственно, пришлось искать другие тактики, где можно как-то по-другому обойти это и набивать какой-то урон. Вот, то бишь была тактика такая, что можно поставить Вортекса. Вортекс дает нормальные щиты, как бы, и если команда переживает, выдержит, если его хорошо одеть, команда выдерживает и можно бить. Но урон все равно получался не такой большой, и да, и у Вортекса все-таки под конец уже не хватало, где-то к середине примерно игры уже не хватало времени просто откатить ульту, чтобы всех, ну, перекрыть щитами. Вот, какая еще есть тактика? Через Салазара. Через Салазара даже не в том плане, чтобы он там много урона набивал, а... Ну да, он набивает основной урон, но суть в том, что играется как на втором рейде через выставление персонажей. То есть берется Салазар, берется Волка. Ну и как на втором големе, да, вот проходим, что во время того, как босс ультует, когда вот он замахивается своей косой, ультуешь Салазаром, получается, по нему урон не проходит, вся остальная команда падает. Вот, остается Салазар, он его бьет, и потихоньку выставляешь потом всю обратно команду на поле, и можно бить. Плюс в том, что да, не нужен защитник такой, как, ну, хил один в виде Сэдди, хил второй в виде Эловин. Можно выставить бойцов и, соответственно, набить побольше урона. Ну да, вместо Эловин можно, конечно, должна быть Волка. Вот, но все равно, короче, получается плюс один боец, соответственно, можно набить побольше урона. Вот такая. Но мне как-то больше понравилась последняя тактика, до которой я уже добрался. Это вот как раз таки после второго босса она появилась у меня. Вот что на втором боссе использовал Сэдди. Вот как раз ее чуть-чуть прокачал по навыкам. Попробовал здесь использовать. Вот через нее получилось самый удачный вариант. Это не лучшая моя пачка, это я вот пробовал просто другие варианты. В самом лучшем варианте здесь стоит Деймос. Ну, видео дальше будет, как проходил. Сейчас все покажу. Значит, сейчас покажу лучшие из тех боев, которые у меня получились. Самый успешный. Значит, тут у нас что? Мы под Сэдди прячем всю команду, кроме Салазара. Потому что Салазар как бы во время ульты босса может переживать. Если Салазаром также
ультовать во время того, как этот дядька бьет косой, то его можно под Сэдди не прятать. Вот здесь момент. Раньше я после того, как сбивались щиты, ульты Салазара, ульты Сайлоса и Деймоса оставлял, не ультовал. Вот. А получалось урона меньше, потому что боялся, что не успеют они набить нужный урон. Ну, не успеют они восстановить ульту свою. Но на самом деле в итоге получилось вот они, да, там немножко они как бы тупят, пока он стоит. Но получается сейчас вот урон пошел, и уже к первому выставлению щитов уже у нас кое-какой вот урон имеется, то бишь вот, ну, 50 тысяч имеется, да, практически. На самом деле получалось иногда больше набить. Но вот в этом бою зато общий результат получился лучше. Все, вот получается, во время удара Салазар проультился, его удар не задел, зато он урон нанес. И все. Ну и, соответственно, всеми быстренько ультуем. Сайлоса как раз таки хорошо подсейвливает этот эльф от Эловин. Остальные вроде бы, в принципе, просто хила хватает, а Сайлосу, конечно, помощь все-таки нужна. По поводу Сэдди, важный момент, когда самый первый, вот, когда босс раш уже начался, первый раз, когда и ультите, вот, когда синяя полоска проходит напротив слова гибель, вот где-то в этом районе нужно и ультить, чтобы не слишком поздно, получается, чтобы у нее, потому что ульта со временем смещается, и на последней минуте уже, когда самый последний раз босс щиты свои накладывает, Сэдди может не успеть восстановить ульту, он может сбрить всех. Вот, потому что там уже прям, ну вот к концу боя будет видно, что там уже прям секунда в секунду она ультит. Поэтому если изначально чуть-чуть передержите, но и сильно рано тоже не стоит, потому что получится, что у нее ульта уже ее закончится, и босс ударит, ну, когда команда будет без щитов. Вот. Ну и все, и в принципе вот они, да, все ультят себе спокойно. Какие еще пробовал варианты? Пробовал вместо Деймоса ставить Констанцию. Констанция ставилась вот между Сайлосом и Сэдди для того, чтобы заливать всем, ну, не ярость, а чтобы бафать атаку по типу Долорес, да. Вот. Тоже был хороший результат на самом деле, но в итоге вот так получился немного лучше. Но по большому счету там разница там было 974, по-моему, 1000, то есть не принципиально, то есть с ней тоже хороший вариант, просто вот так получилось немножко больше. Пробовал с гневом играть, но все-таки гнев там поджег, еще кидает все, но не очень хорошо получилось, поменьше все равно. Вот, на второй минуте, получается, здесь я ульту оставляю у Сайлоса и у Деймоса, потому что очень мало времени до накладывания щитов, и половина ульты приходится уже вот по щитам, поэтому оставил им ульту на следующий раз, чтобы как раз последние возможности они использовали по полной, максимум могли набить урона, иначе потом, получается, совсем сбиваются тайминги. Вот, сейчас они как раз сразу после щитов с полной полоской выбивают. Ну, Торадором, в принципе, можно ультить как бы по-разному. Там уже можно тайминги подбирать. Там большой разницы в уроне все равно не получится. Вот, смотрим сейчас уже на минуте, то есть щиты, и вот на Сэдди, то есть у нее ульта вот-вот заливается прям практически впритык, то есть там запас получается совсем небольшой у нее.
Ну, это потому что у меня дополнительно, вот видите, прям практически в ноль. Потому что у меня дополнительного залива ярости, ну, кроме Эловин, для нее нет. Вот, и если в самом первом раунде неправильно ее утянуть, то вот в конце можно не успеть просто засейвить команду. И еще раз на всякий случай повторю, что вот при такой расстановке с Салазаром нужно ультить в тот момент, когда вот щиты падают и босс бьет косой в момент удара. Салазаром обязательно нужно ультить, иначе он упадет. Вот. И Салазар пошел. Все. Ну вот. Вот такой наш результат. Предыдущий был 974, это при использовании констанции, без Деймоса. То есть вот это лучшее, что я смог выбить. По рейтингу посмотрим, да, что у нас. Ну, то есть вот от соточки как бы недалеко, но здесь, да, Сайлас 3, Сэдди с 4 пробудой, Валерия вообще, конечно, замечательно. Ну и дальше, да, также Сайлас 3, Валерия с 5, Салазар. Ну, такие все серьезные ребята. Так, ну разберем быстренько, кто во что одет. Значит, Торадор. Просто оставшийся шмот более-менее нормальный одел на него, чтобы он, кроме своей лидерки, давал еще какой-то урон. Лишним не будет. Основной, конечно, это у нас Салазар. Магия души. Ну так, по соотношению лучше, что я смог на него найти. Хотелось бы скорости, конечно, побольше, но не получается. Там сильно теряем тогда в уроне. В крит уроне, в атаке тогда теряем. Нету таких шмоток, чтобы получше его одеть. Артефакт Алая Охота максимально. Дальше Деймос. Деймоса в рев одел. Тут наоборот ему, да, там скорости побольше получилось, но еще бы немного скорости добавить было бы лучше, потому что атаки мало. При таком количестве атаки получается скорости чуть-чуть маловато. Если бы атаки было там еще пару тысяч хотя бы, тогда можно и такую скорость. Ну и крит урона бы желательно, конечно, добавить, тоже маловато. Ну, в принципе, и так неплохо. Алая Охота пока есть только на 10. Не падает она мне, чтобы заточить ее получше. Так, Сайлас. Тоже в реве. Ну, в общем, я им доволен. По характеристикам вполне приличный получается. Вот этот сет бы немножко еще заменить, но лучше пока мест ничего нет. Ну и артефакт. Понятно. Так, Сэдди. Капли, конечно же. Ну и артефакт, сфера эйфории. Скорость атаки тоже не помешает всем. Эйловин, конечно, тоже в капле. Артефакт тут не так важен, но исцеление тоже поможет всем. Надеюсь, обзор получился интересным для вас. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Ждем новых видео. Сейчас
Ну что, всех можно поздравить с наступающим Новым Годом. Хотя, когда видео выложу, наверное, уже и Новый Год наступит. Но на данный момент пока с наступающим. Все, ребят, всем удачи. Спасибо за просмотр. Пока-пока.